Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. Андрей Рева на связи прямо сейчас. Андрей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рад видеть вас и всех наших зрителей. Андрей Алексеевич, начать я хочу с Женевы, конечно же, да. И такие пафосные речи крутятся. Просто неимоверно. Кислица выходит и говорит, это была такая достаточно важная, там, длинная, в общем, длинное воскресенье в Женеве. Надо сохранять спокойствие, оставаться украинцами. Зеленский сам говорит, какие-то странные пророссийские темы звучат внутри Украины. Ну и, в общем, как бы опять делят украинцев на тех, кто говорит, что, ребята, давайте, пока есть такая возможность, давайте что-то предпринимать и поддерживать какой-то компромисс, добиваться его, мол, лучше не будет точно. Другие говорят, нет, это капитуляция. Вы к какому числу относитесь и, собственно, что думаете? Насколько это Женева и вот этот срочный обморочный порядок и, скажем так, темп, он приведет к тому, что уже на этой неделе мы увидим даже подпись Зеленского? Подпись Зеленского мы можем увидеть, в этом нет никакой проблемы. Вопрос в том, что мы хотим добиться. Если мы хотим добиться пиара для Зеленского и увести вообще внимание общества от коррупционного скандала, в который он попал, Миничгейт, то эта ситуация очень хорошо на него работает. Очень хорошо. Вы же видите, как он наплевал в лицо, ну, как я бы сказал, не наплевал более жестко, он сделал кое-что. А все говорят, божья роса. Я отправил Андрея Ермака, своего отнюдь не Алибабу, совершенно не Алибабу, во главе делегации на переговоры с Женевой. Да, вот. Как-то там один из 40 разбойников тоже присутствует, как минимум. Вот, фигурант соответствующего скандала. То есть они теперь вот эти вот, вместо того, чтобы мы их называли коррупционерами, шайкой, жуликами и всех прочих, эпитеты употребляли по отношению к этим лицам, теперь они оказываются главными героями, которые призваны нас спасти и людьми, которые должны принести справедливый мир. Все вот эти вот вещи можно охарактеризовать одним простым еврейским словосочетанием. Вот у нас Винница, знаете, Винница – это специфичный город. Вот, и идиш мы знали не хуже, чем многие другие языки, потому что у нас здесь достаточно... В то время, когда я учился в школе, у нас очень много было братьев-евреев и в классе, и среди преподавательского состава. Вот они всегда в таком случае эту ситуацию называли очень красивым словосочетанием. Пыстыхалоймес. Пыстыхалоймес – это полная ерунда. Ну, это мягко говоря. Вообще-то немножко по-другому. Но, чтобы вы понимали перевод. Пыстыхалоймес. Вот. Можете прямо так вот и назвать весь наш разговор. Только не наш с вами, а вот тот, который в Женеве. Пыстыхалоймес в Женеве. Можете так и написать. Слушайте, ну какое отношение к миру имеют вот эти вот все телодвижения, которые они сейчас изображают в Швейцарии? Они вообще не понимают, о чем идет речь. Смотрите, вот нам с вами, Александр, сейчас очень легко. Что? Мы с вами о ситуации, которая сейчас сложилась, говорили больше года назад. Еще когда Трамп только собирался стать президентом. Помните? А потом, когда он стал, мы дальше вот рассматривали возможные варианты действий. И когда я говорил, что, помните, что у нам сейчас, вот когда Трампа выбрали, вот 6 месяцев отвела, так сказать, история для того, чтобы искать альтернативу. То есть, грубо говоря, нам поставили диагноз, у нас там онкологическое заболевание. И через 6 месяцев, если мы ничего не поменяем, мы придем к соответствующему концу. Потому что Трамп, опять же напоминаю, что мы тогда говорили, пришел не для того, чтобы ругаться с Путиным из-за Украины. Он пришел договориться с Путиным за счет Украины. И, честно говоря, я вот думал, что они рано или поздно выкатят этот общий ультиматум, и мы окажемся перед необходимостью принимать решение или-или. Но, как видите, это все произошло чуть-чуть позже, не в течение первых 6 месяцев. А если взять, вот когда вот, там, в январе, 21 января, он, так сказать, принял присягу как президент, да, а 20 ноября, обратите внимание, да, 20 ноября, то есть практически через 10 месяцев он
этот ультиматум оформил в виде плана 28 пунктов. И дальше начались вот эти вот телодвижения, вот эти пляски с бубнами вокруг этого плана. Эти люди не понимают, что произошло, в принципе. Вот если они вот то, что они начали делать, они не понимают, что произошло. Трамп имеет определенные обязательства перед Путиным. Но он девелопер. Последний честный девелопер умер в тюрьме в середине 19 века. Дальше возникла порода этих людей, для которых развести и кинуть своего контрагента – это святое дело. Это есть их принцип выживания. Трамп начал заниматься политикой не потому, что он хотел изменить мир к лучшему, чтобы он был справедливым и так далее. Как многие, кстати, вот возьмите любого человека, который служит, там, скажем, в правоохранительных органах. Ну, что ты туда поперся? Он же не скажет, что я пошел там воровать, потому что вот хочу себе построить там дачу и все прочее, а честно заработать не могу, поэтому мне пистолет государство дало и сказала, крутись, как хочешь, вот я и кручусь. А если это еще попал, скажем, в ДБР, либо с СБУ, то этот пистолет еще усиливается той организацией, которую ты представляешь. Поэтому твое благосостояние зависит от того, насколько ты способен крутиться. И когда человек говорит, я иду для того, чтобы бороться с преступностью, ну, даже понятная мотивация, да? Так многие люди в политику идут, говорят, вот я хочу, там, значит, чтобы было правовое государство и так далее. Никто же вам не скажет, что я иду для того, чтобы потом воровать. Вот первый, кто в Америке даже не скрывает своего коммерческого интереса к должности президента, это президент Трамп. Посмотрите. С момента прихода его к власти в США американцы перестали нам оказывать помощь. Финансовую и военную. Это не значит, что они нам прекратили поставки оружия. Они изменили характер этих поставок. Хотите получить, платите деньги. Европа, заплатите. Заплатили, получили. Это чисто коммерческий подход. Так, что там у вас можно забрать? О, редкоземельные металлы. То быстренько, то я сейчас рассержусь. На тебе. Отписали. Непонятно что, но отписали все. На годы вперед. И казалось бы, больше мы никакого интереса для него не представляем. И вдруг ему говорят, о, ты еще можешь заработать на восстановление. Говорят, ну, смотрите, этот план 28 пунктов. Кто получает прибыль от восстановления Украины? Опять же, Дональд Трамп. Понимаете? Ну, тут То вообще есть, непонятно, что это, конечно, потому что ну, не 50, важно, Александр, там сам 50% подход. от чего, ну, неважно, да. Ну, тут... Но дело не в этом. Главное, вот там личный интерес зашит в сам этот документ. Вот в нашей стране это бы уже называлось коррупцией. Вот если взять нормы нашего законодательства, ну это просто, это конфликт интересов, это же совершенно очевидно. Но бог с ним. Я о другом. И вот этот человек сейчас во главе Соединенных Штатов Америки. У него коммерческий подход к делу. Я могу заработать сотни миллиардов долларов с Путиным. Но мешает вот разногласие. Вот как устранить это разногласие? Ну, мешает нам договориться. А Путин говорит, смотри, ты 6 раз там... Ну, то есть я к чему хочу ввести? Опять же, напомнить то, о чем мы говорили. Что такой человек, который, любит деньги, очень себялюбив и любит славу. Добавьте сюда любовь Трампа к женщинам, общеизвестно, да, только жен было 3. И уже не говорю обо всех остальных, сколько раз он там в различных процессах принимает участие, где там его там обвиняли в сексуальных домогательствах. И файл Эпштейна, как если верить Илону Маску, он любит не только женщин, но и детей. И вот этот вот полный набор, это полный комплект человека для вербовки, вот, ну просто идеальный объект. А если еще взять 6 банкротств, которые он пережил, ну, что значит вербовка? Это же не значит, что он стал шпионом. Ну, агент Краснов, понятно. Вы об этом? Нет, вот это нет, не надо. Это не то. Агент Краснов, знаете, это примитивное понимание. Вот он сидит, там какой-то секрет увидел, раз, передал, там, заработал $2000. Но Трамп никогда не был допущен к государственным секретам. Он не представлял интереса с точки зрения агентурной работы, чтобы передавать какие-то секреты противнику. Этим занимаются совершенно другие люди другого склада. Трамп – это агент влияния, это разные вещи. То есть мы видим человека, который, если мы ему поможем продвигать, ну, в каких-то вопросах поддержим, он будет двигаться, и он будет вот те идеи, которые он транслирует, он потом будет реализовывать, когда он человек добьется какого-то положения. И Трамп с 1987 года, вдумайтесь,
когда он впервые приехал в Москву, а потом он в июле приехал, а в сентябре он в Нью-Йорк Таймс целый разворот бабахнул, где он написал, что совершенно неправильная политика США по отношению к Советскому Союзу. Зачем мы защищаем эту Европу? Что мы тут? Мы оттуда ничего не имеем, кроме расходов. А они зарабатывают миллиарды, торгуя с Советским Союзом, в то время, когда мы с ними... Зачем нам это НАТО? Боже, у нас Ничего, что? ничего не поменялось сейчас. Понимаете? Ведь вот когда он это написал, для кого он написал? Он же не для американцев это написал. Он написал для тех, кто должен был это прочитать. Он вел себя, как вот те вот африканские деятели, которые должны были, хотели получить денег с Советского Союза. Надо что было заявить? Мы будем строить социализм, там, мы страна социалистической ориентации, и ты получал все от этих старцев кремлевских. Все, что ты хочешь. И Трамп эту схему уловил. 6 банкротств он пережил. 6, Александр. И совершенно немыслимым образом он вдруг выходил сухим из воды. И вот когда он первый раз стал президентом, он с чего начал? Надо Россию вернуть в живость. Это же его идея была 2016 года, это же не сейчас. Зачем вот это все дело? Вот надо с ними дружить, мириться и так далее, и так далее. Тогда ему американское государство не дало развернуться. И он проиграл выборы, был готов даже к государственному перевороту. Это сейчас он помиловал всех тех, кто штурмовал Белый дом. А сейчас, когда он во второй раз пришел, он учел все ошибки. И, судя по всему, вот эти договоренности с Путиным у него были предварительно. Но опять же мешает Украина. И вот тут пытался в феврале, помните, наехать на Зеленского, давай подписывайся. Тот сказал нет. Начались вот эти вот конфликты. Он наехал на Европу, мы его защищать больше не будем, потому что у нас разные ценности. Они там все испугались. И вот он пытался маневрировать. Почему? Потому что вот просто сдать Украину, это значит стать политическим трупом. Потому что ты идешь против общественного мнения в Америке. Значит, надо это дело обставить так, что вот я за мир, я за то, чтобы немедленно прекратилась война, прекратились убийства. И мне наплевать, каким образом это сделано. Потому что вот самое главное, вот это вот. И вот квинтэссенцией всего этого стал вот этот план из 28 пунктов. Он явно писался двумя сторонами. Почему? Когда мне говорят, это Дмитриев написал. Я говорю, частично да. Когда речь идет о том, что Украина вне НАТО, что Украина, значит, не ядерное государство, что Украина сокращает свою армию, что Украина там, меняет языковую политику, религиозную политику, о том, что, значит, там еще какие-то вопросы, связанные с территориями. Это все писал Дмитриев. Но когда вы прочитаете пункт 1, признание суверенитета Украины в этом обрезанном виде, то это писал не Дмитриев. Это явно писал кто-то другой. Когда вы там прочитаете, что деньги замороженные идут на восстановление Украины, а прибыль американцам, это что же не Дмитриев писал? Ну, вы же понимаете, тут, это невыгодно. тут даже То не есть я к чему столько... веду? Этот документ является сборным. Вот есть требования российской стороны, пожелания, в этом же и и смысл. пожелания американцев. Я хотел тут добавить, что как пресса пишет, что еще там Умеров принял участие. Ну да, он там откорректировал один пункт в свою пользу. Он тоже увидел свой интерес. То есть, понимаете, каждый теперь свой интерес вставляет. Но одни вставляют какой-то общий интерес, а вторые свой частный. Это немножко разные вещи. Ну, это как помните, как говорил герой фильма Фрунзика Макарчана, а ты не путай свою шерсть с государственной. Понимаете, в чем дело? Ну, это как эти Простоквашино. И вот этот вот документ поставлен. Простоквашино по какому письмо писали. Смотрите, это как в Простоквашино письмо писали, а потом все дописывали, понимаете? Это понятно. Вот именно так. Важен другой момент. Вот смотрите, все бы ничего. И действительно можно было бы там согласиться с этой риторикой офисных каналов, которые говорят, давайте поддержим президента, давайте там... А в чем поддержим? Он говорит, я волей народа избранный, это же его сакраментально, это же Ты лебединое... Николай II, самодержец всероссийский, царь великий, государь... Ну да, вот это мать драконов, Дейнерис, да, говорит, ну, то есть все понятно. Но если бы не было вот этого состава делегации, если бы не было вот этого, ну там, Алибабы, понимаете, если бы не было этого Умерова, который шарахался, и как пресса пишет, опять-таки это пресса пишет, о том, что он быстренько... Ну, то есть Эксиос сегодня дал расклад. То есть что было зачем. Эти пункты озвучены были не в четверг, когда приехали все там со Стамбула, а раньше, по звонку.
В принципе, вот этот Дрискол, он как бы проявил эту инициативу, то есть он фактически начал эти переговоры. То есть изначально Трамп вообще не был в курсе, да, но Венс вроде как стоял за спиной вот этого всего, ну, Дрискола, этого всего процесса. То есть там очень интересно там закулисье этого всего. Но оно нам отражает ровно одно, что, ну, так испохабиться, так оскандалиться. Я просто, вот понимаете, последние дни, там же были разные, там, по Голодомору мероприятия, да, памятная дата, потом вот эти все другие вещи, на них лица нет на всех, ну вот на всех. И это не связано со скорбными датами. Это означает, что, как это, вот они тяжелые решения. Это сломанная ручка, конечно, о многом говорит. Умерову ли она принадлежала, или кому-то другому из украинской делегации. Но мы видели, как ломал ручку Янукович. В принципе, сейчас происходит нечто подобное. Все прекрасно понимают, что прогибают и достаточно жестко. Опять все рассчитывают на фарт Зеленского, что пронесет на удачу, он же фартовый. Ну, видите ли, в чем дело? Что такое справедливый мир в понимании украинцев? Вот каковы цели были в этой войне? Как они были сформулированы? Это восстановление суверенитета и территориальной целостности, то есть границы 1991 года. Это получение компенсации, то есть репараций за нанесенный ущерб. Это вступление Украины в НАТО как гарантия того, что не повторится. Соответственно, Европейский Союз. Ну и наказание военных преступников, которые это все затеяли. Вот в общем видении говорю то, как понимала Украина справедливый мир по результатам войны с Россией. Как понимала Россия справедливый мир? Как ни странно, тоже приблизительно так же. То есть мы выходим на границы 1991 года, то есть включаем Украину в состав России. При этом украинское государство демонтируется. Дальше проводятся фильтрационные мероприятия и мероприятия, связанные с очищением Ну, я Украины. с вами не готов согласиться. Нигде не было заявлено, что оккупировать хотят всю Украину, Андрей Алексеевич. Но это тоже не натягивайте сову на глобус. Значит, Александр, естественно, нигде, ни в каких документах, которые бы были известны общественности, об этом не говорилось. Но об этом не говорил только ленивый в момент, когда шло вторжение. И, в принципе, задача стоят, как они сказали, денацификация, демилитаризация Украины. Когда начали понимать и расшифровывать, что это означало, в принципе, речь шла об полной оккупации Украины. И, в принципе, так как видел этот процесс Путин, он даже считал, что это даже не война, а специальная военная операция. Но и в первом, и во втором случае, для того, чтобы достичь этой цели, нужно было держать военную победу. Хочет Украина справедливый мир, она должна была победить Россию и продиктовать ей условия мирного договора. Хочет Россия победить полностью Украину, она должна поддержать военную победу и продиктовать условия мирного договора. Ни первый, ни второй вариант не реализовались. Особо было удивительно, что Россия не смогла, как они планировали, за 3 дня захватить Киев, там за несколько месяцев оккупировать всю Украину. Не получилось. Почему Трамп потом и смеялся? Говорит, ребят, то, что вы должны были сделать за 4 дня, вы за 4 года сделать не можете. Значит, все последующее время это практически боевое столкновение, которое происходит на фронте в 1000 километров. Идет тяни толкай. Но при этом инициатива на сегодняшний день находится у российской армии. Почему? Потому что Россия смогла провести мобилизацию. Они перестроились на военный лад. Они использовали свое ресурсное преимущество. И поэтому увеличили армию со 180 до 650 тысяч человек. Нашли мобилизационный ресурс, нашли денежный ресурс и ведут боевые действия. Что касается нашей стороны, то мы же имеем величайшего политического деятеля современности и 5-6 менеджеров, ларечников, которые почему-то возомнили себя выдающимися политическими деятелями, которым можно все. Они не провели мобилизацию, они не организовали этот процесс, они не перестроили экономику на военный лад, они не смогли
сделать так, чтобы война стала всенародным делом. Мы будем называть вещи своими именами. И получилось так, что часть общества у нас воюет меньше. Остальные за них болеют, как на стадионе, понимаете? И когда Россия усилия наращивает, у нас возникают ряд серьезных проблем, которые, к сожалению, не решаются. Не решаются властью. И мало того, эта власть, оказывается, в условиях, когда армия, страна требует ресурса, они еще позволяют себе мародерить. И вот что делать дальше? Трамп, как президент, он исходит из чего? Россия наступает, Россия побеждает. 2 года идет наступление, украинская армия отступает. Медленно, упорно. Спасибо всем нашим солдатам и офицерам за то, что они сдерживают этот фронт. Но по факту Россия наращивает усилия, а украинская армия тает. И рано или поздно этот процесс, по мнению Трампа, закончится тем, что произойдет обвал. Отсюда вывод. Раз эта ситуация вот движется в этом направлении, нужно немедленно остановить войну. Любой ценой. Ну, логично. И отсюда предложение Трампа. Значит, давайте, ребята, так, ты там рассказывал, что тебе не вся Украина нужна. Тут уже Путин попал в ловушку. Хорошо, что ты там хочешь? 5 областей? Давай. Я даже вот напишу в плане, что украинцы выйдут из Донецкой области. И дальше начинается, ну, видишь ли, Юра, тут вот надо бы детали обсудить. Да нет, мы огонь не прекратим, мы будем, да, пока не все и прочее. И Трамп сейчас что сделал? Давайте напишем план. Вот все ваши хотелки вписывайте, я вписываю свои. Вот мой план. А Путин говорит, ну а где гарантия, что этот план твой поддержит? Ну сейчас, Зеленский, тебе до 27 числа подписать это дело. И Зеленский говорит, не, мы сейчас будем над ним работать. Ну, то есть вы считаете, что подпишет? Я считаю, что он сорвал план Трампа. А, Вот уже именно сорвал. уже сорвал чем? Потому что вот Россия написала, и вот написал Трамп. Если бы сказал Зеленский, я готов под этой рамкой подписаться и обсуждать детали всего этого дела, да? Трамп бы сказал, ну что, иди сюда, давай будем теперь. Видишь, вот человек согласился, теперь давай работать над этим планом. Но когда человек не согласился, когда его союзники европейские сказали, не, мы зараз его перепишем, вы начинаете переписывать согласованный между Трампом и Путиным план. Что это значит? Ну, что Россия Путин скажет, говорит, нет, ну видишь ли, Дони, мы же с тобой договорились, но ты на них не влияешь. Они тебе тут навязали, ты тут изменил. Ну, как все начинать сначала. Ведь тактика Путина заключается в чем? Чем позже я подпишу этот мир, тем более выгоден он будет для меня. Вот его идея. Ну, вообще, конечно, Идея. смотрите, тут логически, если посмотреть на этот год, как вы рамку заняли, вот это, ну, обсуждение, анализа, с момента избрания, да, потом инаугурация, такие ключевые точки. Тут вообще, конечно, интересно другое. То есть, все же, помните, ждали созвона Путина и Трампа. Оказывается, там работа шла кулуарная между Россией и США. У меня вообще впечатление складывается, может быть, оно ошибочное, не буду спорить, что сначала как раз-таки попробовали договориться Трамп и Путин, а потом, собственно, сунулись к Украине и европейцам. А те заортачились, начали предлагать, там, помните, эту делегацию, которая поехала в Белый дом потом, ну, в общем, вот это все. И сейчас мы находимся в том же витке, только Трамп пробует засунуть этот пазл, развернув наоборот. То есть сначала Европу и Украину, на них набросить аркан, а потом с этим прийти к Путину, и уже тогда будет точка в войне. Вы сейчас говорите о тактике достижения поставленной цели. Надо исходить из того, что некие договоренности между Трампом и Путиным существовали еще в то время, когда Трамп не был президентом, но шел только к этому делу. Вы что думаете, что вот это его заявление о том, что я прекращу войну одним телефонным звонком, оно просто из пространства взялось? Нет. Очевидно, его люди контактировали с людьми Путина. И он давал какие-то обещания в обмен на поддержку на выборах. Это же ясно. Это не мои слова, это сказал Патрушев. 11 ноября 2024 года в интервью в газете «Коммерсант» уже прямо сказал, что для достижения победы Трамп опирался на определенные силы, перед которыми у него есть обязательства.
И как порядочный человек с января месяца 2025 года он начнет выполнять эти обязательства. Его журналист спрашивает, а что будет, если он не будет выполнять эти обязательства? Он говорит, ну вы же знаете историю Америки. 4 президента погибло. На 20 покушений. Поэтому ему надо будет очень серьезно продумать вот этой службе безопасности, чтобы, значит, президенту ничего не случилось. И все. А дальше опять о морской стратегии. Это черная метка, знаете, так. Ты не забывай. У тебя есть должок перед нами. А Трамп, как девелопер, он обещал всеми все. Хотите, пожалуйста, Кеншку голос, все отдам, мне надо только вернуться в Белый дом. Но когда он вернулся, он понимает, что если он просто скажет, так, все, это и так далее, он труп политический. Потому что американский президент не император и не король, как бы там он в тогу не рядился. Еще он начинает обставлять это дело. Вот давайте так, вот так, так. И плюс он пытается изменить условия договора с Путиным. Как девелопер. Ну, вот и обстоятельства изменились, давайте вот как-то... Может, вот здесь вот так, вот так, вот так. А тот говорит, нет. Выполняй. И постоянно отбрасывает все предложения Трампа. Полностью. И вот Трамп сейчас поставлен в вот ситуацию. Вот они сейчас... Он пытается сорвать это. Говорит, я же хотел, ты же видишь, как я стараюсь. Вот они не хотят. Вот эти вот тоже там. А тут же Путин, когда выбрали Трампа, он же тогда очень красиво сказал. И сейчас Трамп на них рыкнет, и они как песики будут сидеть и хвостиками вилять. Вот его был расчет. На то, что Трамп именно так сделает. Гавкнет на тех, рявкнет на этих. И сделает, вот они с Путиным выкатят ультиматум, подпишут, и все будет отлично. И Трамп понимает, что сделать он этого без последствий не может. Поэтому отсюда он его вот эти все маневры. Отсюда все вот эти вот его ужимки, прыжки, а вот давайте встретимся, а вот я тебе красную дорожку, может ты меня простишь этот должок, либо как-то вот мы поменяем эти условия сделки. Ну, Нет. хорошо, Андрей Говорит, Алексеевич. нет, будет вот так, как мы с тобой договорились. Смотрите, В этом хорошо. его суть. Ну так а почему у Зеленского такая истерика? У Зеленского истерика очень простая. Ведь он же мыслит в каких категориях? Он мыслит в категориях личной власти. Понимаете, Путин может объяснить своему народу, почему он это дело сделал, если, допустим, он посчитает, что надо это сделать. Ярчайший Он пример это может. было вот это выступление, говорит, да, мы смотрим, можем разговаривать. То есть фон вообще очень хороший по поводу мирных Он инициатив контролирует Трампа. ситуацию в стране, Он он говорит, авторитарный правитель, говорит, у него все под контролем. мы можем не военным путем достичь эти цели и задачи СВО. Не военным СВО. То есть, и все такие, ну да, ну не военным СВО, ну все хорошо. И, в принципе, все устраивает. А Зеленский может сказать, что мы можем не военным способом чего-то достичь? Он сегодня, крымская платформа была. Нарассказывал, конечно, напотужничал. А толку? Знаете, в чем дело? Путин может, он же, как вы сказали, он же нигде не говорил, что он хочет захватить всю Украину. Нет. Нет. Это когда вот они потерпели поражение, он начал формулировать уже, вот мы хотим там это, мы хотим то. Вот как бы наши требования не являются максималистскими. А украинцам все время рассказывали, что мы выйдем на границы 91 года, на меньшем и так далее. И разогрели в обществе огромное ожидание. И вот теперь, когда ситуация складывается, когда надо будет принимать решение, и при этом любое решение – это как минимум линия разграничения, нынешняя фронтовая, да? Сразу будут вопросы у общества, а как вот, а почему? И кого будут винить в этом деле? В этом деле уже будут винить президента Зеленского, а вот как случилось? И ему надо будет объяснять людям, почему так произошло. Вот мы бы, если бы нас не остановили, мы бы до Москвы дошли, а тут Трамп на нас наехал, он нехороший дядька. Вот мы в этот момент, когда мы уже там чуть ли не победили, нас остановили, и поэтому вот все это дело. Вот увидите, вот в этом будет вся пропаганда. Вопрос только в том, кто этому поверит. Ведь он же прекрасно понимает, что выборы после войны будут, 25-й пункт, да, через 100 дней. И надо будет держать ответ за все то, что ты там начудил. По большому счету, я вам честно скажу, тут поговорите с людьми, он ведь надоел людям. Очень серьезно. Хуже горькой реки. У него есть там свой электорат. Знаете, дураков у нас всегда было много в стране. Не только в России. Но в основном люди будут искать альтернативу. Должен быть другой лидер, которому бы люди доверяли. И он понимает, что он потеряет власть.
И поэтому вот это подписание вот этого соглашения, да, если оно случится, оно ведь тянет за собой обязательство провести выборы. И он понимает, насколько это будет для него некомфортно, с учетом тех позиций, даже если они будут смягчены, мы берем даже идеальный вариант, насколько ему придется отвечать за подготовку к войне, за то, что он не реагировал на все предложения союзников и так далее, и так далее, и так далее, за воровство во время войны, за любых друзей вот этих вот, либо будет срок разбойников. Это же все вывалится. Боль общества от окончания войны, и тогда после операции ты выходишь из всех вот этих вещей там, и начинает это все болеть. И это все же набросится на него, и за это придется отвечать. Ну как у них могут быть другие лица, Александр? Представляете, у вас впереди судебный процесс. Вас будут судить. А выбор – это и есть суд. Суд общества. Ну, это, конечно... Что такое потерять власть в нынешних условиях? Это конец. Это же все вот эти схемы вскроются. Смотрите, И тут же мало не покажет. вопрос очень важный на самом деле. Да? Там можно сколь угодно здесь сокрушаться и поднимать какие-то там... Ну, руками можно всплеснуть, сказать, вот, очень важный, так сказать, период, тяжелейшая неделя, все такое. Но по большому-то счету, все же видят, если информация Гончаренко подтвердилась, что уже, собственно, выписано подозрение Умерову, ну, конкретно ему, по Ермаку сегодня разгромная статья в «Украинской правде». Да, понятно, что Гончаренко там, он понимает, там, куда ветер дует, он отрабатывает электорально. Понятно, что «Украинская правда» не комплементарна к Зеленскому. Понятно, это все можно пришить, оттенить и каким-то образом заглушить. Но суть остается сутью. Ермак давал распоряжение гасить набушников и специальную антикоррупционную прокуратуру за то, что у них, ну, в общем, шить уголовные дела против них, о том, что они российские агенты. Ну, и Умеров фигурирует на пленках и вполне себе может, ну, не то что мог, а он был, наверное, замешан в этих всех контрактах по оборонной части. Мы же пока еще ничего не увидели путнего в этой оборонной части. Как вы думаете, тут же все понимают риски. И американцы, и даже россияне, которых вы там, ну, мы с американцами обсудили выше. Риски какие? Что условно сейчас договариваются, ну, как Путин там говорил несколько дней назад, ОПГ. Но это фактически ОПГ. Это бандиты, преступники. Они просто облечены в мантию власти, они вышли о чем-то. Просто любая другая власть придет и скажет, ребята, так это вообще какие-то воры непонятные, коррупционеры. Давайте пересматривать все происходящее. Но Путину это виднее. Он сам возглавляет ОПГ. Озерки называется. И, в общем-то, его преступная группировка, убивавшая, кстати, людей в Чечне, это же граждане России, бомбившие Грозный. Это человек, который убивал детей, отдавая приказ штурмовать школу в Беслане. Это человек, с которым Литвиненко связывал взрывы в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Я не хочу дальше. Это военный преступник со всеми вытекающими последствиями. Когда он говорит о том, что вот мне противостоит там ОПГ в Украине, он знает, о чем говорит, потому что свой свояка, как говорится, видит издалека. Тут я не хочу даже с ним спорить. Но в чем разница? Для того, чтобы Путина судить, нужно, чтобы власть в России менялась. Она в России не меняется. Там могут меняться креслами люди определенно. Но сама по себе персонально власть не меняется. Ельцин передал по наследству Путину. Путин там поменялся стульями. Там с Медведевым сыграли в эту новогоднюю игру. Забери стул. Потом вернулся, ну и так далее. У Зеленского ситуация другая. Он шестой по порядковому номеру президент с момента приобретения Украины независимости. И он не будет последним в смысле того, что вот я вот сел, и больше после меня никого не будет. Будет только тот, либо я, либо тот, кого я назначу. Нет, у него будут выборы. И он это прекрасно понимает. Но он не понимал главного. Он считал, когда он нарушал законы, он их нарушал с первого дня пребывания при власти. Помните его заявление о том, что если я когда-либо нарушу закон, я уйду сам. Так вот, выступая с инаугурационной речью в парламенте Украины, он закончил чем? Я распускаю эту Верховную Раду. Нормально?
Это было первое антиконституционное действие, которое не встретило сопротивления в государственной институции, которая называется Конституционный суд Украины. То есть орган, которому мы там платили страшные деньги этим судьям, я имею в виду, государство платило. Общество платило для того, чтобы они защищали Конституцию. И вот когда поступил вот этот указ никчемный о распуске Верховного Совета, Конституционный суд вместо того, чтобы занять принципиальную позицию, сказать «dura lex sed lex», то есть закон суров, но это закон, отменить этот указ и поставить его на место сразу. Да, была бы общественная волна возмущения, потому что все же были за Владимира Александровича. Но принципиально это ничего не поменяло. Потому что выборы были бы в ноябре, а не в июле. Все равно бы там он бы получил бы большинство. Но Конституционный суд показал бы рамки его возможностей. Так он спрятался. Они убежали, они там Чем это кончилось? Тем, что он потом расправился с Конституционным судом. Уволив Тупицкого, уволив Косминина. И когда они восстановились через Верховный суд, реформированный Порошенко, кстати, он наложил сейчас санкции на Тупицкого. По делам ему. Потому что он дезертир и предатель. Он должен был защитить Конституцию. Вот если бы его тогда не отменили указ, а сейчас он получил бы преследования и санкции, я бы сказал, какой бы Тупицкий ни был, но он свой долг конституционный выполнил. А так он дезертир и предатель. Дальше вы помните, что произошло с Кабмином, что произошло с Верховной Радой, что произошло с силовыми органами. Он подминал это все под себя, плевал на все указами, решал все вопросы своим большинством. Теперь дальше. Как он обеспечивал лояльность Верховного Совета? Ведь когда они набили такими депутатами с улицы Верховный Совет, у них же времени не было, он уже распустил Верховную Раду. Что такое 450 кандидатов бабахнуть? Это же вы даже их не знаете. Там этот порекомендовал, там тот. И когда они собрались все вместе, оказалось, что у этого, условно говоря, спонсора 20 депутатов, у того спонсора 30 депутатов. И ты не контролируешь даже свое большинство. Помните скандал, когда депутатов обнаружили возле офиса некоего Ильи Павлюка, известного нашего контрабандиста? Что вы тут робите? Мы говорим законопроект, представляете, которые пиво вчера воровали, они сегодня законопроект обсуждают у Павлюка. И Зеленский, опять же, оказался перед ситуацией. Либо ты сейчас сажаешь этих кураторов, которые тебе помогали на выборах, но они коррупционеры, они коррумпируют твоих депутатов. И показываешь депутатам, что этого делать нельзя. Сталин бы по-другому сделал. Он бы сделал так, как в фильме сделал Зеленский. Взял 2 автомата, и перестрелял бы всех негодяев. Но времена другие. Но он пошел по другому пути. Я их перекуплю. И пошли конверты в Верховной Раде, правильно? То есть я борюсь с коррупцией, коррумпируя своих депутатов. Это страшная вещь. То есть в борьбе с драконом, очищением, он сам стал драконом. А для того, чтобы взять деньги, Александр, их надо взять у тех, у кого они есть. То есть надо идти к олигархам, с тем, с кем ты пообещал бороться. Но я не хочу там брать. Тогда давай восстановим схемы. Кто будет восстанавливать? Вот лучший мой друг Миндич. Мы с вами можем попасть на энергоатом, Александр? Вот мы с вами, как люди. Представляете, 90-е годы, да? Мы решили подзаработать. Собрали бригаду хлопцев крепких, спортивных, одели треники, по цепи взяли, эти кастеты, бейсбольные биты. Пришли, лохам сказали, будете нам платить за крышу. Ну, куда деваться? Хорошо, будем платить. Ну, другая бригада подвалила. Подрались мы там, отстояли, территорию расширили. Мы же это все видели. Ну, это рынок, это мелкое, так сказать, это существо. Пока их там в середине 90-х не согнала милиция, она все взяла под контроль. Все-таки государство уже вооружено, организовано, правильно? Поэтому разогнали этих, оттеснили в теневые сферы. А что эти сделали? Вы вдумайтесь. Представляете, что мы с вами сейчас решили захватить предприятие «Энергоатом». Собрали в бригаду тоже, пацаны, все, крепкие. Скажите, куда бы мы туда дошли? До какой точки мы бы туда дошли? Нас бы пустил кто-нибудь на порог этого предприятия. Да нас бы Нацгвардия перестреляла на подходе. Как людей, которые пытаются захватить важное государство. Нет, если бы, конечно, присылали вовремя СМС-ку, откуда Подожди, вот видите, вы ключевой вопрос задали. А его, Миндича, который не занимал никаких должностей, он никто, он вообще человек с улицы.
Вы мало то, что пропустили на территорию охраняемого объекта государственной важности. Он пришел в кабинет директора, и Крутин перед ним стоял на вытяжке. Мне это надо. Это же явно он не только в Энергоатом ходил, он ходил везде по госпредприятиям. И они создали вот этот бэк-офис, куда деньги стекались, там, где общак держался. А потом из этого расфасованные деньги они там разносили кому нужно. Я простой вопрос. Вы помните, человек там возмущался, говорит, как нести этих $1,5 миллиона долларов тяжело, слушай. Нужна специальная физическая подготовка. Тут я уже задолбался носить. И вот эти конверты шли вот этим вот негодяям, которые кнопки давили. И чем дальше он работал, ведь он же не только покупал депутатов, он же покупал журналистов, Александр. Вот вы не продались, вот теперь на вас санкции наложили. Не, вообще, На тех, кто- и смотрите, вы знаете, что мое отношение там, к Порошенко, оно ну, такое негативное, специфическое, и есть за что, объективно, я считаю, по моему мнению. Тут это не просто голая там какая-то критика. Но я снимаю шляпу. Были там фрагменты суда, вот крайнего, они же там это суды, постоянные суды. Он говорит, смотрите, сколько там, трое, да, или четверо членов СНБО, которые Да, они коррупционеры, да. утверждали санкции, ну, он про себя, это его суд, говорит, Да, мне да, санкции, а я... То же самое по вас. А я хочу там, это же по мне, и по 8 тысяч человек, больше, 8300, Да. которые под санкционным списком. А это же эти же люди, которые там занеси, отнеси 10%, алло-балё, а давай здесь, а тут тяжело, а тут денежку, а позвони Вове, а Вова там как плюсик скинет. Короче, и мы понимаем, что это же не просто там ОПГ условно, это было за моей спиной, как сказал Зеленский, прокомментируя эту У нас сейчас историю. флешмоб. Я не знаю Миндича, я не знаком с Миндичем. И 95-й квартал заявил сообщение, ну как, вот не надо нас с ним связывать. Он им зарплату платил. Ведь он же фактически финансовый директор. И они говорят, он не вмешивался в творческий процесс. Мы просто деньги от него получали. Нормально? Перестаньте нас полоскать и позорить наше честное имя, нашу репутацию. Я когда это смотрел, понимаете, помните, как в Библии, когда Иисус Христос говорит, еще петух не прокукарекает, ты трижды от меня отречешься. Вот такие друзья, товарищи. И Коломойский говорит, слушайте, ну кто такой Минич? Это же, говорит, черт, господи, он там мелкий этот самый. Вы что, действительно считаете, что вот этот общак, собранный со всей страны, коррупционным образом, распоряжался Миндич? Миндич, вот это. Представляете? А Зеленский ничего не знал. И служба безопасности ему о проделках Фикса ничего не сообщала. То есть не пришел к нему Малюк и сказал, Владимир Александрович, тут такая ситуация, извините, должен вам доложить, ваш лучший друг Миндич. Вот он такой беспредельничает, деньги снимает с предприятий. Смотрите, вот как раз... Как? Немедленно его, значит, там это самое. Неужели Малюк ему об этом не сказал? А зачем же тогда служба безопасности существует? Она же именно... Служба безопасности, это все понятно, там эти все воины, спецслужб. Тут же вопрос идет по, управлению государством. Поэтому СНБО, секретарь СНБО, члены СНБО, понимаете? Да. То есть, а если выяснится, что секретарь... Это и есть его менеджеры. Это те, кто... Почему? Вот вы смотрите, что происходит. То есть, они должны что-то сделать, что вводит их вот в эту группировку, и где выхода нет. То есть, ты должен что-то как-то себя проявить. Возьмите Юлию Свириденко. Она подписывала все, что ей подсовывали. Да, и летала на самолете, когда надо. Да? Летала на самолете, подписывала санкции против Порошенко, редкоземельные соглашения. Это же она будет отвечать за то, когда вот начнется расследование, как это дело произошло и куда делись наши природные ресурсы. Она. Поэтому ее можно премьером. Она замазана в такой степени, что она никуда не убежит. Умеров, он же не просто стал министром. Ведь его же все антикоррупционеры советовали. Да, вот он такой порядочный хлопец и так далее. С чего он начал? Фонд Трэшмена, да. Он там разгонял эти вот агенции оборонных закупивель, там разгонял, там ставил своих людей. Почему? Потому что надо было, чтобы они покупали определенных людей. Ведь там же на пленках страшные вещи, когда Миндич
звонит этому Умерову, говорит, слушай, ну ты же можешь там одним звонком, я же там на 300 миллионов там бронежилетов, а их не принимают, потому что они простреливаются, они не соответствуют, значит, качеству. Да, эта сделка, я почему думаю, что НАБУ это выставил? Потому что эта сделка сорвалась. Там антикоррупционеры выступили, и оно не прошло. Но я же уверен, что это не единственное. Значит, пленка, где Умеров фигурирует вот в этих вот в коррупционных договорниках министра обороны. Мы говорили о Резникове, который там по 170 гривен за килограмм этих яйца покупал, да? Или там какие форму покупал, якобы зимнюю, но она даже не летняя. И он ушел тихонько, да, ну, под аплодисменты зала. А теперь этого поставили. И антикоррупционеры начали говорить, посмотрите, это уже коррупционер, у него там 8 домов во Флориде. У него вся семья в США живет, и вообще надо разобраться, может, он гражданин не нашей страны. А как служба безопасности его проверяла? У меня простой вопрос. Он же имеет допуск к государственной тайне. Это же не просто так. В условиях войны. Короче говоря, Смотрите, Александр, я там хотел бы, всё да, настолько сложно и запущено, что разбираться должна уже будет новая власть. ну, новая власть, наверное, там надо, как это, секир башка, там, наверное, ну, это, конечно, это просто. Совет Но национальной... они сейчас пытаются выторговать себе амнистию. В том смысле, помните, как Кучма? Когда все там считали, что Кучма там притянут до ответственности. Он перед третьим туром, когда к нему Хавьер Солана приехал, Кучма вышел, сиял как начищенный самовар, и сказал, ну, теперь все будет чудово. И кто его тронул после этого? Никто. Андрей Алексеевич, в продолжении этой темы коррупционной, публикация Такера Карлсона. В течение нескольких месяцев Wall Street Journal держит у себя материалы, раскрывающие личную коррупцию Ермака, второго по влиянию человека в Украине. Ермак, как утверждается, присвоил сотни миллионов долларов американских средств, предназначенных для помощи Украине. Редакция газеты может это доказать, но не делает этого. Вместо этого они защищают Ермака. Почему? Потому что Ермак руководит усилиями Украины по срыву мирного плана Трампа для Восточной Европы. Владельцы Wall Street Journal не хотят мира с Россией, не хотят войны. Одновременно редакционная колонка газеты атакует администрацию Трампа за продвижение мирного соглашения. Это настоящая коррупция. Не информируя своих читателей, семья Мёрдоков использует обе стороны своей газеты, чтобы продолжать войну с Россией. Это не поведение новостной организации, это признак деятельности разведывательного агентства. Очень интересно. Очень интересно. Это получается, что все еще более запутано. И когда вот мы говорим, например, вот там это коррупция, там... Мне вот нравится, как просто смещают акценты. Говорят, да что там тут Ермак может украсть, да? Да что там те украинцы? Эти же деньги даже не доходили. Доходили. Получается, что все в связке. И если там вырвать или, например, вытащить одну карту из этого домика карточного, все посыпется, и все окажутся в очень неприятном положении. Но понятно, почему это пишет все Такер. Да? Тут Ермак как ключик, он вскрывает более там, глубинные проблемы свои, внутриамериканские. Но слушайте, это, конечно, нечто. Лично для меня Такер Карлсон закончился в тот момент, когда он брал интервью у Путина. Над ним ржал даже Илон Маск. Когда пишет Илон, ну, надо дать должное, у Маска хорошее чувство юмора. Когда, значит, Такер сидел так вот в позе окуня и слушал лекцию об исторической роли печенегов в российско-украинской войне. И Маск пишет, зачем вы вторглись в Украину? Видите ли, Такер, в 2016 году там в зоопарке Алабама родилась обезьяна и так далее. Понимаете, человек, который по уши связан с Россией, и который, в принципе, судя по всему, каким-то образом, скажем так, симпатизирует не просто так, как человек профессиональный, он же не просто так любит Путина и всех остальных. Поэтому я не хочу комментировать то, что он говорит. Для меня он не авторитет в этом отношении. Для меня авторитетом является другое. Вы помните вот эти вот деньги, которые НАБУ вытащил? А что там было интересного на вот этих пачках денег?
Там была интересная, это маркировка Федеральная резервная система. Название штатов, да. То есть эти деньги – это наличка. Ее заказывает Национальный банк Украины. И эта наличка должна была из Федеральной резервной системы поступить в Нацбанк Украины. И далее, по заявкам банков, она должна была уже пересчитанная уже с новой маркировкой банков, уже дальше выдаваться, там, продаваться и так далее. Так вот, вдумайтесь, эти деньги не дошли до Нацбанка, но они оказались у Миндича и у его людей. То есть, как это объяснит Пышный, я не знаю. То есть, деньги не доходили даже до государственного учреждения, которое их заказало. Я не знаю, как это объяснить. Но факт вот. А раз это так, то там уже есть поле для деятельности Федерального бюро расследований ФБР. Как деньги американские с маркировкой ФРС могли вот находиться у этих людей. А учитывая связи ФБР и НАБУ, вы представляете себе уровень этого расследования? И какие это может иметь последствия? Вы Это мне, просто смотрите, вы можете там к Такеру относиться не так. Мне интересует я ему другое. не доверяю абсолютно и Смотрите, его информации. Поэтому комментировать, что не-не-не. якобы Journal есть какие-то материалы, я не могу. Смотрите, вопрос в следующем. Ермака будут сбивать или уже нет? Ввиду Женевы, ввиду вот этих фотографий с Рубио на фоне помятых флагов, которые достали из задницы и повесили, и американский, и украинский. Ну, вы видели, мы все наблюдали за этим воскресеньем. В 2022 году, в июле месяце, Виктория Спарц объяснила всем, кто такой Ермак. Когда он организовал травлю ее как конгрессвумен, которую специально прислали в Украину. То есть руководство республиканской партии сюда прислало не просто так, а с миссией выяснить, что здесь происходит. Ну, кто мог лучше разобраться, чем наша украинская гражданка до 2000 года. Она 22 года, она выросла в Украине. Ее задача была собрать информацию и показать реальную картину. И вот когда она это показала, против нее была организована травля. Людей, с которыми с ней общались, лишали паспортов, как того же Корбана. Лишали должностей, как того же Атрошенко мэра Чернигова или Третьяка мэра Ровно. Понимаете? И она сказала, что это все организовал Ермак. А в сочетании со всеми вот этими вот вещами, как контроль над прокуратурой, контроль над выездом депутатов, он единолично решает, что происходит, кого выпускать, кого выпускать. И это очень напоминает Советский Союз, говорила Виктория. И по большому счету он несет ответственность за то, что Украина пропустила первый удар. Потому что именно он убедил президента Зеленского в том, что нападения не будет. Вдумайтесь, логика в чем? Тебе говорят американские спецслужбы, тебе говорит Главное управление разведки, Буданов уже говорил, будет нападение. Тебе все дипломаты говорят. А он говорит, ну так у вас свои данные, у нас свои. Кому он доверял больше, чем кому-либо? Только Ермаку. И Виктория об этом прямо говорит. Он должен был уйти после того, как русские вторглись. И далее напишет, говорит, ну никогда не поздно поступить правильно. И это я хочу вас предупредить. Это ее слова были. Июль месяц, 22 год. Кто вами руководит, это ваше внутреннее дело. Мы не можем на это повлиять. А вот иметь ли дело с этими людьми, решать нам. Поэтому если Ермак останется, у вас будут очень серьезные неприятности. И вот мы их имеем. Почему его, посмотрите, с каким упорством Зеленский стоит. Нет, вот будет Ермак, будет Ермак. Ведь все же пишет американская пресса, что он всех раздражает. Зачем ты его продвигаешь? Ты хочешь показать, что я плевать хотел, и вот будет он, и никто другой? Нет, ну так это же нет. Ну, переговорный там, процесс. видимо, связи немножко другие, то есть глубже связи Ермака и Зеленского, поэтому... Ну, скажем так, будем называть вещи своими именами. Зеленский играет президент, записывает видеообращения, там, какие-то публичные мероприятия проводит, где-то как-то выступает. А реальную работу президентскую выполняет Ермак. И когда мы говорим, что вот Ермак там дал команду там, этих набушников давить там, или САП, то вы же должны понимать, что это не Ермака инициатива. Решение принимал Владимир Александрович. Но он же хороший, он же не может быть замаран в этих грязных вещах. Это все Ермак негодяй, это только он.
Это как сейчас, вот это вот мы с вами с чего начинали. Трамп даже не знал о плане Виткофа с этим. Ну, кто поверит? Виткоф пишет план, и он не скажет Трампу о том, что он делает и какие его пункты. Опять же, надо президента вывести из-под удара общественности. И сказать, он вообще тут ни при чем. Это Виткоф проявил лишнюю инициативу. Это общее правило в Ну, то есть, политике. подождите, Первое лицо должно быть белым и пушистым. я правильно вас понимаю? То есть Ермака снимут и уберут тогда, когда будет самая он острая так и фаза. сказал, он же как сказал, мы вместе пришли, мы вместе уйдем. Он прав. А попробуйте сейчас снять Ермака. Ну, попробуйте. Позиция первая. Вы представляете, сколько он знает? И какой-то ценнейший источник информации. Это раз. Вторая позиция. А кто будет работать? Вы что думаете, Зеленский после этого начнет работать? Нет. Он будет искать следующего Ермака. И не факт, что он будет лучше, чем это. Поэтому вот мы получили в комплекте киндер-сюрприз. И надо понимать, что этот киндер-сюрприз надо вот, чтобы не ушли. А другого механизма, кроме как выборы, нет. А они очень уязвимы с точки зрения давления на них. Потому что вот эти все вещи, они столько начудили за 6,5 лет, что им теперь страшно уйти. Почему у них лица такие перепуганные? Вы понимаете? Как говорил товарищ Коломойский сейчас вот на суде, этот Наполеон IV Криворужский скоро закончится. И он намекал на свою же фразу. Помните? Жизнь – это супермаркет. Можешь брать все, что хочешь. Но касса на выходе. Вот когда он говорит об этом, он об этом говорит. Володя, скоро тебе придется отвечать. И ты никуда от этого не денешься. Андрей Рева был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.